Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что изменится в ваших повседневных расходах в Германии и каким новым скрытым финансовым ловушкам нужно готовиться, чтобы не потерять сотни евро на ровном месте. Начну с важного разбора для миллионов автовладельцев. Привычка на заправке, которую совершают очень многие водители, со временем может обернуться дорогостоящими проблемами для топливной системы вашего автомобиля. Мы с вами, друзья, посчитаем, сколько лишних денег может потребовать эта, на первый взгляд, безобидная привычка округлять сумму на табло АЗС до целого евро. Почему в будущем содержание автомобиля может стать еще дороже и как защитить вашу, друзья, топливную систему от лишней нагрузки. Во второй части выпуска вас ждет огромное разоблачение. Немецкие пенсионеры теряют до 80 евро в месяц из-за страховых взносов, которые при получении корпоративной пенсии приходится полностью оплачивать самостоятельно. А под занавес, друзья, важный вердикт Саксонского земельного социального суда по пособию Бюргергельд на 2026 год. Вы узнаете, при каких условиях чиновники Джоб-центра теперь обязаны одобрять поездки за границу сроком до 3 месяцев и как правильно оформить документы, чтобы сохранить свои выплаты. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, сегодня почти каждый обладатель водительских прав в Германии регулярно совершает одно и то же автоматическое действие у бензоколонки. Как только пистолет громко щелкнет, сигнализируя о полном баке, рука ваша инстинктивно продолжает делать короткие такие нажатия на рычаг. Водители руководствуются банальным желанием подогнать цифры на экране к красивому ровному числу, чтобы потом было удобнее, что правильно расплачиваться на кассе. Кажется, что один короткий нажим ничего абсолютно не изменит и не принесет вреда, а лишнее топливо легко поместится в заливной горловине. Однако, друзья, эта привычка способна создавать дополнительную нагрузку для современных систем автомобиля и со временем даже приводить к нежелательным последствиям. А настоящая проблема для вашего бюджета скрывается вовсе не в тех нескольких каплях горючего, которые могут пролиться наружу. Большинство современных автомобилей, вы знаете, оснащены закрытой системой топливного бака с вентиляцией. А регулярная дозаправка вами после автоматического отключения пистолета может приводить к тому, что жидкое топливо попадает в элементы системы улавливания этих паров, где оно изначально, как вы понимаете, не должно находиться. В результате привычка округлять сумму на табло способна постепенно вызывать неисправности именно отдельных компонентов топливной системы вашего автомобиля, ремонт которых вследствие может потребовать немалых, друзья, расходов. Поэтому содержать автомобиль становится все дороже, ведь сегодня, вы знаете, уже национальная цена на углекислый газ СО2 официально повышается до 55-65 евро за тонну, что соответственно влияет на стоимость каждого литра бензина и дизеля в зависимости от цены сертификатов. Но в условиях постоянного роста цен на немецких АЗС стремление владельцев машин заправлять бак максимально полно выглядит вполне понятным. Как только мобильное приложение показывает время на снижение стоимости 1 литра горючего на пригородной колонке, у кассы моментально правильно выстраивается очередь. То есть желание ваше сэкономить заставляет людей сознательно игнорировать рекомендации производителей. После автоматической остановки подачи топлива, как я сказал, водители слегка вытягивают металлический носик пистолета наружу и продолжают доливать бензин небольшими порциями. Однако, друзья, еще раз, этот сомнительный лайфхак нередко оборачивается существенными дополнительными расходами для вас. Например, профильные эксперты автомобильного портала напоминают, что механизм блокировки на заправочном пистолете срабатывает по строгим законам физики. Как только уровень жидкости достигает критической отметки, специальный вакуумный так называемый клапан автоматически перекрывает поток горючего.
Это и есть очень точный сигнал технической системы автомобиля о том, что свободный объем внутри, друзья, резервуара почти исчерпан. Поэтому игнорирование вами этого предупреждения способно привести к серьезным последствиям как для окружающей среды, так и для вашего бюджета. Свободное пространство в верхней части бака предусмотрено инженерами, друзья, не случайно, я вам об этом и расскажу. Оно необходимо для безопасного расширения бензина или дизеля при изменении температуры воздуха. То есть, если заполнить этот объем жидким топливом, его излишки, соответственно, при определенных условиях могут выходить через элементы системы вентиляции или дренажа. В отдельных случаях топливо даже способно попасть на нагретые детали автомобиля, а это, вы понимаете, повышает риск технических проблем и может потребовать дорогостоящего ремонта. Именно поэтому сегодня специалисты рекомендуют прекращать заправку сразу после первого автоматического щелчка пистолета и не пытаться, друзья, искусственно доливать топливо сверх предусмотренного объема. И давайте прямо сейчас вместе с вами заглянем внутрь, друзья, этой сложной конструкции, чтобы досконально понять раз и навсегда, за какой именно скрытый дефект вам в будущем может потребоваться заплатить довольно-таки большую сумму на станции техобслуживания. Буквально вот в текущем году, когда цены на обязательное автострахование в Германии, вы знаете, продолжают сильно расти, внезапная техническая неисправность автомобиля становится серьезной нагрузкой для бюджета любого работающего человека. Современные экологические стандарты обязывают автопроизводителей сегодня делать бензобак герметичным, понятно? Соединяя его с атмосферой через сложную замкнутую такую систему вентиляции. Одним из ключевых элементов этой защиты является специальный адсорбер, заполненный активированным углем, который в технической документации именуется фильтром системы ИВАП. Его основная задача – улавливать пары топлива, удерживать их внутри системы и предотвращать их попадание куда правильно, в окружающую среду. Но проблемы, друзья, могут начаться именно в тот момент, когда водитель пытается долить топливо после автоматического срабатывания клапана отключения. И вот это избыточное количество горючего способно попасть в дренажные и вентиляционные каналы, которые, соответственно, инженеры проектировали прежде всего для циркуляции паров топлива, друзья, а не для жидкости. В результате часть топлива может проникнуть в элементы этой системы, которые не рассчитаны на подобный режим работы. Если обычные пары, например, топлива, затем направляются в двигатель для последующего сжигания во время движения, то насыщенный жидким топливом адсорбер постепенно теряет часть своих рабочих свойств. Его поры могут загрязняться, а это в свою очередь ухудшает вентиляцию топливного бака и способно привести даже к дополнительной нагрузке на отдельные элементы системы. В дальнейшем это иногда становится причиной появления ошибок, где правильно в вашей электронике, нестабильной работе системы вентиляции или необходимости даже замены дорогостоящих компонентов. Окончательное последствие неисправности системы вентиляции топливного бака нередко проявляются серией крайне неприятных, друзья, для вас симптомов, которые способны серьезно осложнить эксплуатацию автомобиля. Одним из первых сигналов становится такой себе запах бензина, который может периодически проникать в салон вашей машины, особенно в жаркие летние дни. Одновременно электронный блок управления способен зафиксировать изменения в работе всей системы, а на приборной панели может загореться оранжевый индикатор вместе с соответствующими кодами ошибок. Визит ваш в автосервис в такой ситуации может стать весьма немалой нагрузкой для бюджета. Комплексная замена угольного адсорбера, клапанов и связанных с ним датчиков на немецких СТО неметко обходится владельцам, внимание, в сумму, превышающую 1000 евро. Поэтому защитить свой автомобиль и кошелек от подобных расходов можно с помощью одного элементарного правила, которое не требует почти абсолютно никаких от вас усилий. Профессиональные мастера известной автомобильной сети Bayer настоятельно рекомендуют отказаться от привычки округлять сумму на табло ради красивых цифр на кассе.
То есть забудьте про попытки дотянуть стоимость заправки с 78,56 евро до ровно 80 евро. Реально выгоды для запаса хода на самом деле эти дополнительные капли топлива почти ничего не дают, тогда как вероятность дополнительной нагрузки на элементы топливной системы возрастает. Как только заправочный пистолет издал характерный первый щелчок, подачу топлива рекомендуется прекратить. Подождите буквально несколько секунд, чтобы остатки бензина спокойно стекли по металлическому носику в бак, после чего аккуратно верните пистолет обратно в гнездо колонки. Это такое же базовое правило эксплуатации автомобиля, как соблюдение скоростных ограничений для снижения риска штрафов и лишних расходов. Если впереди вас ждет дальняя поездка на автомобиле, гораздо все-таки, друзья, разумнее заранее спланировать маршрут с дополнительной остановкой на АЗС, чем пытаться заполнить бак сверх предусмотренного объема, подвергая топливную систему вашего автомобиля ненужной нагрузке. Но вы знаете, друзья, сегодня любые технические проблемы с автомобилем меркнут вообще на фоне тихих финансовых потерь, с которыми сталкиваются многие пожилые граждане Германии при получении пенсионных выплат. Сейчас на политической арене Бундестага идут активные споры о пенсионных реформах, из-за которых регулярные отчисления трудящихся могут измениться в будущем. Однако в тени этих дебатов скрывается другая, малоизвестная для вас деталь, о которых многие немецкие пенсионеры даже не догадываются. Из-за этой особенности действующих правил люди ежемесячно недополучают внимания до 80 евро от ожидаемой суммы выплат, получая на свои счета, соответственно, меньше денег при формально неизменном размере брутто пенсии. А главную нагрузку на бюджет пожилых людей сегодня создает именно рост дополнительных взносов на обязательное медицинское страхование. В наиболее уязвимой ситуации оказываются те граждане, которые помимо стандартной государственной пенсии получают и дополнительную корпоративную пенсию от работодателя. Давайте же вместе с вами прямо сейчас посмотрим на конкретном примере. Если ваша надбавка от фирмы составляет, например, 600 евро в месяц, то из-за различий в тарифах между самой дорогой и самой доступной больничной кассой ваши личные чистые расходы могут превышать 80 евро каждые 4 недели. То есть формально размер выплаты не уменьшается, однако фактически на повседневные расходы остается все-таки меньше средств. Такая ситуация возникает из-за особенностей распределения страховой нагрузки в немецком законодательстве. То есть при выплате обычной государственной пенсии действует паритетный принцип. Медицинские взносы распределяются между пенсионером и государственным пенсионным фондом. Сам пенсионер оплачивает свою часть медицинской страховки, а вторую часть перечисляет соответствующее ведомство. Но, друзья, когда речь заходит именно о корпоративной пенсии, порядок меняется. Большая часть медицинских взносов по этой выплате ложится именно непосредственно на вас, на получателя корпоративной надбавки. Понятно? Небольшим смягчающим фактором выступает установленный законом льготный порог в первые 197,75 евро. Корпоративные надбавки освобождаются от этих сборов. А вот начисление производится только на сумму сверх данного лимита. Грандиозный масштаб этих дополнительных расходов вынудил руководство Федерального пенсионного страхования официально разъяснить права граждан в данной ситуации. Центральное ведомство подтвердило, что сегодня страховые медицинские организации самостоятельно устанавливают тот размер своих дополнительных тарифов в рамках действующего законодательства. Однако у каждого пожилого человека в Германии остается важный инструмент защиты собственных финансов. Это право на досрочное расторжение договора в определенных случаях. То есть, если ваша больничная касса все-таки увеличивает дополнительные взносы, друзья, вы можете на законных основаниях рассмотреть переход куда правильно, в другую организацию, не дожидаясь окончания стандартного периода обслуживания. Особенность ситуации заключается в том, что многие пенсионеры замечают изменения не сразу. Как правило, люди обращают внимание на рост удержаний уже после получения очередной выплаты или при изучении банковской выписки. Именно поэтому Федеральный союз защиты прав потребителей рекомендует регулярно анализировать свои условия своего медицинского страхования и сравнивать, друзья,
даст сравнивать предложения различных ранкинг-касс. Тарифы и дополнительные взносы меняются достаточно часто, поэтому организация, которая несколько лет назад считалась, скажем так, одной из самых выгодных, со временем может оказаться намного дороже своих конкурентов. Сегодня расчеты экспертов показывают, что даже небольшое повышение дополнительных тарифов, скажем так, на несколько десятых процентов способно за год привести к существенным дополнительным расходам. При этом независимые финансовые эксперты советуют не ориентироваться, друзья, исключительно на самый низкий тариф, потому что перед сменой страховой кассы важно понимать и важно внимательно сравнить перечень предоставляемых медицинских услуг. Если более дешевый вариант предусматривает меньший объем дополнительных программ, ограниченные компенсации за отдельные, скажем так, медицинские процедуры или более скромные льготы по некоторым видам лечения, то первоначальная ваша экономия может впоследствии частично компенсироваться дополнительными личными расходами. Поэтому специалисты рекомендуют оценивать как размер самих взносов, так и весь тот перечень, пакет услуг в целом. Надвигающийся этап реформ в Германии может привести к тому, что целый ряд привычных медицинских опций, друзья, в будущем будет пересматриваться страховыми организациями. Это важно знать. Если для вашего здоровья особенно важны определенные направления, например, альтернативная медицина, гомеопатические программы или отдельные виды физиотерапии, стоит внимательно следить за изменениями условий именно своей страховки. Потому что расходы системы здравоохранения продолжают расти, я вам об этом рассказывал, и поэтому больничная касса регулярно анализирует перечень дополнительных услуг и могут корректировать те отдельные программы. По официальным оценкам, сегодня базовый пакет медицинской помощи у большинства операторов совпадает примерно на 95%. Понятно? Основные различия сосредоточены именно в дополнительных сервисах, за счет которых страховые организации конкурируют между собой. Если же вы, друзья, будете годами оставаться клиентом одной и той же более дорогой кассы, не отслеживая изменения тарифов, ваши, соответственно, регулярные расходы могут постепенно тоже увеличиваться. Но если потратить совсем немного времени на анализ рынка и при необходимости выбрать тот более выгодный вариант страхования, экономия для вашего семейного бюджета способна составить даже несколько сотен евро в течение года. В условиях продолжающихся таких изменений в социальной и страховых системах Германии такая финансовая внимательность ваша становится одним из самых эффективных способов сохранить больше собственных средств и избежать лишних расходов. И это, друзья, еще не все. Давайте срочно переключим наше с вами внимание на крайне спорный прецедент в социальной сфере, где Саксонский земельный социальный суд вынес решение, которое вызвало широкий резонанс среди получателей пособий в Германии. Судейская коллегия рассмотрела вопрос длительного пребывания за пределами страны и подтвердила, что в отдельных, друзья, случаях возможны поездки до 3 месяцев с сохранением выплат, если для этого есть документально подтвержденные уважительные основания. Ситуация развивалась вокруг получателя Бюргергельд, который провел около 3 месяцев где? В Португалии, продолжая получать социальные выплаты на свой счет, что привело к конфликту с чиновниками джоб-центра, пытавшимися прекратить эти выплаты. Госслужащие заняли жесткую позицию, утверждая, что столь длительное отсутствие может повлиять на право получения социальной помощи. Однако получатель пособия оспорил, друзья, это решение в суде. Он представил медицинские документы, согласно которым его поездка была связана на самом деле не с отдыхом, а с необходимостью восстановления после тяжелого психологического состояния. В деле фигурировало заключение немецкого специалиста в области психиатрии, подтверждающее медицинские причины смены обстановки. Чиновники отказались согласовать временное отсутствие по месту проживания, однако суд встал на сторону именно заявителя и признал, что в конкретных обстоятельствах ограничение выплат было неправомерным. Официальным решением от 23 марта 2026 года под архивным номером L7 АС 8426 Высший Сенат полностью отменил жесткую позицию социальных органов. Судьи подробно рассмотрели обстоятельства дел и пришли к выводу,
что мужчина не покидал Германию на постоянной основе. То есть его официальное место жительства и регистрации по-прежнему находятся на территории страны, а поездка на побережье Португалии носила временный характер и была связана с необходимостью восстановления психологического состояния и общего здоровья. Ключевой момент этого решения заключается в выводах суда, которые фактически ограничили внутренние трактовки чиновников. Суд прямо же указал, что в действующем социальном праве Германии нет абсолютно фиксированного жесткого лимита по времени отсутствия, если поездка за границу обоснована объективными и уважительными причинами. В таких ситуациях джоб-центр обязан рассматривать отсутствие получателя индивидуально. Единственное обязательное условие – это сохранение доступности для связи с ведомством. Таким образом, если раньше получатели пособий были фактически привязаны к ожиданию бумажных уведомлений, то сегодня контроль доступности может обеспечиваться именно через телефон, электронную почту или даже видеосвязь. Более того, суд признал допустимым действие, при котором получатель пособия может поручить проверку почтового ящика третьему лицу на время своего отсутствия. Запомнили? Главное требование закона остается неизменным. Если ваша поездка действительно необходима по медицинским или восстановительным причинам и не нарушает обязанности связи с ведомством, выплаты не должны вам автоматически прекращаться. Локальное отделение социальных служб в Германии на самом деле нередко, кстати, реагирует на информацию о самовольном отсутствии получателей пособий. Однако данное судебное решение устанавливает более четкие правовые рамки, которые ограничивают подобные действия чиновников. Для всех получателей социальной помощи теперь действует понятный порядок действий перед поездкой или лечением. То есть, чтобы избежать вам приостановки выплат, необходимо заранее направить куратору официальное письменное уведомление, при необходимости приложить подтверждающие медицинские документы от врача и обеспечить возможность стабильной связи в период отсутствия. Этот прецедент больше сегодня защищает граждан, которые находятся в сложной жизненной ситуации, и подтверждает приоритет здоровья при оценке подобных случаев. Если социальное ведомство принимает решение о снижении выплат, такие действия могут быть оспорены вами в судебном порядке. При этом аналогичные правовые механизмы применяются и в других социальных вопросах, например, при спорах о размере компенсации за жилье или оплату коммунальных услуг. На этой аналитической ноте, друзья, наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про ошибки водителей на заправках, скрытые изменения в пенсионных выплатах и правилах поездок за границу для получателей пособия, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.